товарищи, мы начинаем наш путь и начинаем сегодняшний влог. Как вам вот такой знак? Просто хочется Варламова отметить каждый раз, когда я вижу велосипедиста. Его больная тема. Фу, как мочун. Воняет. Не знаю, Ром, я снимаю видео. Давай прямо идти. Похоже, да? На бруклинский Бруклин. По-польски говорят? Возможно, нас понимают. Красные вообще мужики, вы чего? Не местные. Они знают, что можно. Ром, пошли тоже. О, может. Давай. Почему мы учим ребенка? Какой мы пример подаем? Они никогда так не знают. Смотри, мы идем на правильный цвет. Итак, первый пункт назначения у нас Зара. Ну, просто по пути, потому что... Ну, вообще не первый, Ром, мы опаздываем уже. Мы уже все опоздали. Куда ты заходишь, Настя? Я уже рассказала. Она уже все рассказала, извините. Так, чтобы вы понимали, Зары у нас нет, потому пришлось... Итак, мы сходили в Зару. Я считаю, что успешно сходили. Дочь, ты довольна? Пап, ты доволен? А у нас папа всегда доволен, когда мы довольны. Ты туда шла за сережками, ты знал? Я не знаю, как остальное не все. шла за остальным. Как остальное все случилось. Но если бы я шла за остальным, представляешь, что тогда бы Так было? я потому говорю. Вот. А это мы просто за сережками сходили. Потому что Юля делает обзоры. Юля виновата. Спасибо, Юлия. Дальше у нас по плану Боб, Бин. Врата рая. Как их еще называют? Почему Боб стал вратами в рай? Вот не знаю. Сейчас пойдем посмотрим. В итоге уехал в Москву. Посмотрите, какой сад-огород посреди проспекта. Почему огород? Ну, так 38, потому что мне. И вот тоже на окнах просто плантации какие-то. Масштабно. Прикольно. А это не масштабно. Тыры-тыры-тыры-тын-тыры-тыры-тыры-тын. Так, ну вот здесь вот уже побольше бездомных. Музычка. Но все равно это как-то прилично все выглядит. Если дорогу не перебегают. Успеем? 10 секунд. Почему он на таком... Это у нас остров безопасности. Давай вот тут стоять. Вот тут вот стань. В Харькове это не очень безопасный остров. Ну, прям ты посмотри, там вот едешь, как через ботанический сад. Почему ты там едешь, кстати? Вот я не знаю, почему этот едет. Это дорога. Да, это въезд на парковку в сад. Начинаешь еще там. Ты такой красивый. Да, Пролетаешь. прикол. Подземелье. Да, мне пока что мне нравится. А? Я думала, будет хуже. Может быть, потому что были какие-то другие ожидания. Но сейчас мне нравится Чикаго для... Марина. Особенно если есть куча детей. Особенно если есть куча денег, и ты живешь хорошо, и сюда приезжаешь, или тут живешь. Но и то редко. А так на улице. Ну и пока тепло, потому что это последние дни теплоты, а дальше здесь, конечно, будет холодина, будет в снегу. Ром, будет Бониты. касса Бонита. Не касса, а хаус. Так, ну и, как я говорила, все на реконстракшн. Ну и что, вы думаете, что я не залезу на забор или что? Закрыт. Ну вот и здрасте. Просто здрасте. Я Ром, попал в Сарилс, где Лас-Вегас, весь вся центральная улица перекрыта. а сейчас, Там да, делают Формулу-1. да, там все Как сейчас мы перекрыто значит, тоже. ездили. А в Нью-Йорке потоп. Ну, лучше реконстракшн у этой капли, чем потоп, я думаю. Подожди, это капля или боб? Я считаю, что это какая-то капля. Но
Пишут, что Боб, а вообще по-другому что-то еще как-то официально. Нравится мне. Нравится мне. Что значит нравится? Мы должны приехать, и они все обговнять. Это да, нет, жить невозможно, невозможно. А путешествовать хорошо, лучше, чем в Нью-Йорк. Я думала, гимн Украины включили. Я в Германии. Что-то я хотела с вами обсудить. У меня прям такая, знаете, иногда бывают такие мысли, думаю, прям вот поделюсь сейчас мыслями этими, чтобы вы мне ответили, а потом включаю камеру и все забываю. Про завтрак хотела сказать. Завтрак был хороший, вот прям. Так, у нас good morning, у нас завтрак. Мы зачем-то проснулись в 7 утра. Ну, потому что суббота, вставать не надо, поэтому можно и пораньше встать, правильно я понимаю? Ну, куда? В лобби. И едем на завтрак. Папа у нас еще спит, Марина что-то першит в горле. Едем пить чай срочно, да, дочь? И есть. Марина вчера голодная, пришла с ресторана, сразу голодная. Растет человек, да? И все, ну, правда, все не то, да? Не такая голодная, чтобы прям умирать, а такая голодная, чтобы вот это мне не надо. Хочу что-то другое, да? Угу. Окей. Так, я вчера составила план кабан. Это, боже, это 20... А, сколько мне? 30. Сколько мне лет? 38. Окна моют. Good job. Такое утро в Чикаго. Так. Составила план. У нас сегодня насыщенная программа. Сейчас. И вот таким образом бар превращается в завтракательную зону. Итак, что у нас тут есть? Дочь, у тебя есть вот такие вот эти сериалы. Молоко. Какие-то это соки, видимо, оранж. Стаканчик есть, стеклянная посуда, прям добротная. Нет, я думаю, что это apple juice, а это orange juice. А вот это я не знаю, что. Так, тут можно всякие добавить brown sugar, слайсы алмонда, изюм. Что? Так, какая-то выпечка. Хочешь вот такую плюшку? А? Что? Это что-то сладенькое. Так, здесь у нас была дыня. Это, видимо, йогурт, варенье, яйца. Я, наверное, буду яйцо. Я точно буду яйцо, и я точно буду яблоко. Так, что еще? О, вот это я хочу. Это какая-то творожная штучка. Неплохую гостиницу я нашла, мне кажется. Флор Тортилас, Flower. Это читается так же, как цветок. Мучная тортилья. И тут есть прям... Это что это, картошка? Картошка, омлетик, сосыч. Прям неплохо. Неплохо. Если Рома все не проспит, то его это порадует. Нашли мы чай. И чай тут такой не Липтон и не какой-то барахольский обычный чай такой. А тут прям... Так, я ухожу. Прям я не знаю. Но, естественно, я беру мой любимый Earl Grey. Так, я урвала малину, какая некрасивая. Марина съела уже всю малину. Урвала фрукты. Нутелла у нас. Яичница с картошкой. Какая-то ватрушка. И вот такое вот. Нравится тебе? Хороший. Вот прям удивил меня. И Рома говорит, наверное, самый лучший завтрак в гостинице, который был. Он какой-то был не совсем американский. Видимо, все-таки имеет значение локации гостиниц. И потому что, в Мёртл-Бич ты не встретишь таких. Хоть вот в какой гостинице ты не встретишь таких завтраков. Или по нашим Северной и Южной Каролине, нет. То есть отличается. Вот почему нельзя делать выводы ни по одному городу, ни по двум городам. Америка очень разная, везде все разное. И мы живем в одной из самых, наверное, дешевых гостиниц. Вот кто-то в Хилтоне жил. То есть
мы платим даже там не $1000, да, там за 3 дня. То есть, думаю, там завтраки еще покруче. По-разному. В общем, по-разному бывает. Но я что-то другое хотела обсудить. Сейчас я, может, вспомню, все-таки включусь с вами. Поговорить с вот с этими пейзажами чикагскими. Немножко звуков чикагских. Ну, давайте обсудим возраст. Вот это, наверное, я хотела. По крайней мере, это была одна из тем. Ой, как громко. Можно ли сейчас обсуждать это? Так вот, мне скоро в Нутеллу. Магазин в Нутеллу. Кафе Нутелла очередь. Что продают в магазине Нутелла? А что вы делаете здесь? Круассан и напиток с нутеллой. Потрясающе. Очередь 1 000 000 человек в Нутеллу. А нам сегодня на завтраки бесплатно раздавали. $530 платишь, потом все бесплатно. Такой мрачный небоскреб. Очень мрачно. Давай, когда Так вот, сделай, возможно. Или там, возраст 38 мне на следующей неделе. попугаев. 38 попугаев, да. Да? Там было прям 38? Да. Давай мерить мой возраст попугаев. Слушай, я прям ты чувствуешь, как земля трясется, когда они проезжают? И Прям чувствую, как под напрягает. нами дырка. Да. Получается. Так вот, возраст 38 был. Сложно сформулировать Ой, мысль. птичка. Уже. Где? Просто люблю, как ты держишь мысль. А. Это я еще не всю пепси выпила. Так, вот возраст. А вон девочка стоит, как Марина хочет тоже, видишь? Аня, ну с какой ты хочешь торцов. худеть? Чтобы ниже колена был? Да нет, я классный. Мне 38 на следующей неделе. Я к чему? Я к тому, что стали понятны такие фразы, как молодость, гадость. Слушай, ну вот правда не хочу. Стало понятно, а тебе стало? А мне стало понятно, я вчера об этом думала, мне стало понятно. Вот я не хочу, чтобы мне было... Я не хочу в молодость в свою. Так, а какой другой вопрос? В любом случае, молодость, гадость. Ты все равно должен пройти через все вот это вот молодость, чтобы сформироваться как взрослый человек. Я бы поменял. Ну, много... Я не знаю, мне сложно вспоминать какие-то хорошие моменты. То есть, ну, это... Обычно вспоминаешь моменты, вот так едешь, все хорошо, улыбайся, вот такой что-то в мозг, вот так. Ну, вот, да, и эти моменты, когда ты, ну, вот так вот не надо, вот это не надо, вот здесь было больно, здесь было неприятно, ну... Короче, не хочу. Не хочу я в молодость. Да нет, ну ты не понимаешь никуда идти, никак. Ничего тебе не понятно, тебя Ни денег, ни будущего, ни перспективы. Просто болтаешься, как болтаешься. пробка в Ну, океане. еще все обижают постоянно. Ну, это я не знаю. А я знаю. Меня не обижали. Короче, в молодость мне не хочется. Мне хорошо сейчас. Ну, сейчас идеально. Вот. И сейчас еще я думаю о том, что я чаще думаю о том, что мне же будет 50, мне будет 60. И сейчас, получается, я молодая. Да. И у меня вот прям какой-то как будто не на то, что, как это сказать, фокус не на том, что мне было 20, а на том, что мне же будет 60. Сколько еще минут ходить? Ты моя сладкая. Муа. Наслаждайся городом и молодостью своей. В общем, я довольна. Я довольна и жизнью своей, и телом довольна почти. В общем, желаю всем быть довольными своей жизнью. А мы идем в самый большой Starbucks в мире. Такой план. Двигаемся по плану. Уже признали же вину. Немножечко такое. Здесь живут люди, чтобы ты понимал. Да ты что? Сколько же здесь квартира стоит? Интересно. Luxury residence. Available for sale. Надо брать. Ну, что делать? Смотри, какой у них бэк-ярд. Королевский замок Стокгольм, Швеция. Вот это вот один камень. Прикоснуться к чему-нибудь королевскому. Вот это.
Мгм. А вот камень из Бруклина. Ну, во-первых, ресторан стейкхаус Майкла Джордана, а сверху египетская картина. Чувствую пробел в исторических знаниях. Так, ладно, идем дальше. Посмотри, как они мамские цветы используют. Засадили, просто места нет живого. Не было, не поднималось. А я стесняюсь у нас возле дома засадить. Я теперь не буду стесняться, Ром. Ты смотри, как можно было. Я фасад не меняла. Прикол. Это очередь в Starbucks. Да вы серьезно? Самый большой? Это Starbucks? Да, Ром, я слышу. Она быстро движется, Ром. Нет, оно сейчас быстро. Вот они уже, видишь, другие напитки пошли взять. Ром, мне надо влог снять, Ром. А можно зайти и не заказывать? Мне просто снять нужно видео. Не, я хочу заказывать. Слушай, ключи есть. Тут такие вообще далеко. Это что, кофе? Ром, ну где мы еще такие мешки с кофе увидим? Итак, мы заходим под музыку Шириана. Мы куда-то заходим и что-то делаем. Какое Ну, табло кстати, классное. зайти, здесь Смотри, там- какое табло классное. Кто-то пробует просто тейстинг кофе. Так, тестинг. Third floor for our gelato. We make that fresh in-house daily. It's absolutely delicious. Third floor. And then if you're looking for something to eat, our second floor bakery is open, where everything's baked fresh there. Thank you so much. What is this first floor? This is first floor. We have some merchandise, and then we have a small grab and go bar. Okay, thank you so much. You're welcome. Okay, пошли на второй этаж. Thank you. I like your shirt, sir. Thank you, sir. Держалась, я так понимаю, в... Виски бордель. Водка. Это в борделе. А, барель. Извините. Пей. Да, ты что? Смотрите, какая красота. Ну, давай вернемся в Зару и купим тебе пальто. Пальто. Будешь в нем тут сидеть. Боже, боже, какой-то барахличка. Кто-то хочет купить снова. А эта очередь стоит. А мы уже зашли. Да-да-да. Factory, Марина. Знаешь, что похоже? Да. Спасибо, что ты сказала. Так, Марина вся в обновках, чувствует себя очень красиво, я сказала. А вот там у нас всякие вкусняшечки, заказали всего. Сейчас тут покушаем, Марина попьет чаек и пойдем на лодку кататься. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. It's my life. Вот это чудо техники в туалете. Вот так посередине подносишь, вода включается, а потом вот так в сторону отводишь. И тут же все высушил. Прикол. Вот деревня. Чай просто в какой-то... В мешке. В мешке, да, очень добротный. Кажется, такой можно еще пару раз заварить. Shop, 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 shopping. It's my life. Money, 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 money. Корабль, ресторан. Я так подозреваю. Ну, я не подозреваю, но очевидно ресторан. Есть такой Баффет.
Это, наверное, не Баффет. Ну и стоит там от $100 с человека. Прикольно, мне нравится. Это в следующий раз. Прикольно, да? Смотрите, как красиво. Вот так идешь. Вот если бы не снег зимой, да, вот все хорошо, пока тепло, пока все это классно. Такой немножко мы с Ромой решили, что это микс Нью-Йорка с Майами. Вот из-за того, что здесь много воды, много вот этих вот катеров. Здесь и на байдарках плавают, вон байдарочник, и на чем? Господи, на чем? Ой, как красиво. На джет-ски. Уютно. Прикольно. Да они там и живут, а у них такой вид из окна. Так, мы пришли на лодочку. Тут немножко очередь. Поэтому рекомендацион приходить пораньше. Часа на 3, 5. Ну, стоять нам тут еще 30 минут получается. Land to the west, 4 blue stars. For Dearborn, make 5 stories. This is how we process our water. Smaller than the previous towers in York. So that is known as the Christmas room. The Christmas line. The people in 3 minutes, they go and send a letter. Over here, free beer on that guy. Пошли. When the beat drops, everybody. Ездили на лодочке, нас укачало, мы уже устали впечатляться, приехали. Вот тут вот такой концерт, и сейчас мы идем в гостиницу, немножко отдохнуть, и нам нужно дальше ехать в Миссури, в грузинский ресторан. Вообще постоянно хочется доставать телефон, постоянно это снимать, фотографировать глазами, а это нет, фотографировать фотоаппаратом, а это значит, что нам все нравится. Как вот это вот, если что, достать? Ром, как вот это, вот если мне надо? Ну, что проще может быть. Вот тут мы только что ездили. Hello. Итак, у нас вечер. Тот же день, потому я в той же футболке. Один и тот же день. Один и тот же день, но я переоделась, потому что... А я нет. Что-то как-то... Я решила, что мне вечером будет неуютно идти в платье по ночному Чикаго. Ну, как-то так. Мы еще идем на поезд, на метро, можно сказать. И тоже не хочу там обтираться в юбке. Едем в ресторан грузинский. 43 минуты нам. Я переоделся в штанишки из шортов. Да, мы все в штанишках теперь. Пришла и легла спать. Почти поспала, можно сказать. Вернусь завтра, покажу, что мы в Заре купили. А то я осознала, что еще ж не купила. А я-то это все купила только для того, чтобы YouTube снимать. И снимать и себя показывать. Так, едем дегустировать и выносить свою очень... Какая она авторитетная оценка грузинской кухни. Будем сравнивать с Вашингтоном и ставить свои звезды. Звезды, месхидовские звезды у нас будут. А помните, как вчера Так, мы приехали в ресторан. Цены интересуют. У нас будет сейчас мигрули, хачапури мигрули. И будут у нас, естественно, что естественного? Хинкали. Тут прям по-грузински разговаривают. В Вашингтоне не разговаривали по-грузински, но было очень вкусно. Нино Катамадзе будет 1 октября в Чикаго.
Я когда танцевала в Юракадемии, помню, у нас был концерт, и мы вместе выступали в одном концерте. Нино Катамадзе очень красиво пела. И мы танцевали свои бальные танцы. Не помню уже, к чему был приурочен концерт, но такое было. Я прямо ее помню. Мне кажется, она тогда еще не была так популярна. Мне кажется, нам вот это надо. Он выглядит, конечно, так себе. Но мне кажется, прям надо. Прям так как-то тут по-домашнему, что ли. Что вот это такое? Так. Марине принесли пиццу, которая называется как? Венгрельский хачапури. Венгрели. Хачапури мигруля называется. Ну, потому что аджарский называется аджарули. Венгрели. Мигруля. Венгрули, да. Мигруля аджарули. Я говорю, маленький был, братья спрашивают, говорю, как мое имя будет по-грузински? Говорит, любое имя бери, добавляй в конце «и». Романи. Вот так вот и по-аджарски аджарули. Вот что-нибудь там добавляешь «и» в конце, и все. Я знаю грузинский, получается. Получается, да. Принесли хинкали, еще не знаю, насколько они хороши. Сейчас поедим, и потом я вам расскажу. Так, мама сейчас будет... Давай я буду снимать, а ты будешь рассказывать. Наш всего лишь второй грузинский ресторан в США, но у нас уже есть мнение. Но у нас был фастфуд грузинский, далеко не уходи, плохо будет слышно. Иначе Марина в кадр не влазит. Окей. В Вашингтоне лучше. В разы. Критик так себе. Можно немножко постелить, подмягчить. Ну, просто По- пельмени большие, а там были прям хинкали. Ну, и я, видать, у меня сразу планка вот такая, как бы, ну... Ребят, не настолько плохо, как она сейчас описывает. Она просто обожгла язык. Потому что так Ну, накинулась, нормально. так накинулась, что обожгла язык. Ну, не так, что... Сколько мы заплатили? Toyota RAV4. Неизвестно. Сколько заплатили? Неизвестно.